Разговор Трампа с Зеленским в Белом доме – беспрецедентная история, которая будет иметь большие последствия. Я посмотрел вчера этот разговор целиком, от начала и до конца. Это 50 минут. И я понял, что очень многие спикеры сделали выводы, не изучив весь материал, а только лишь ознакомившись с конфликтной частью, которая заняла примерно 10 минут из 50. Я решил сегодня для ролика разобрать весь разговор полностью. Обычно мы на канале не особенно-то разбираем действия иностранных президентов, а занимаемся своим. Однако сегодня мы от этого правила отойдем, я постараюсь объективно, насколько это возможно, разобрать, что именно произошло на встрече Трампа с Зеленским. Начнем с описания события вообще. Президент Украины прибыл в Вашингтон, чтобы подписать соглашение по редкоземельным металлам и обсудить положение дел на войне со своим главным союзником. Это первая встреча Зеленского и Трампа после вступления Трампа в должность и первый визит Зеленского в Белый дом при новой администрации. Зеленский приезжает в Белый дом. Трамп его приветствует на входе. Все оформлено максимально уважительно. Флаги, караул, президент США ждет своего гостя. Зеленский выходит из машины, Трамп шутит. «Какой тут сегодня нарядный», — говорит Трамп. Это, конечно, небольшая подколка, но Зеленский воспринимает это спокойно. Дальше президенты идут в овальный кабинет. Важное для американцев место. Слово «сакральное» будет неподходящим, но что-то вроде того. Это место работы президента США, каждый из которых оформляет его по-своему. Это одновременно и визитная карточка каждого президента, и место, где принимаются важнейшие решения в мире. В общем, я к тому, что это не просто зал для пресс-конференции, это особое место. В явном виде нам не удалось найти расписание мероприятий на тот день. Насколько сейчас понятно, был запланирован короткий пресс-подход в овальном кабинете, потом приватный разговор без прессы, потом подписание соглашения по редкоземельным металлам, потом совместный обед в честь этого, тоже без прессы. Ну а потом пресс-конференция. Первый вот этот небольшой пресс-подход в овальном кабинете начался вполне в обычном ключе. Трамп очень уважительно и адекватно представил Зеленского. Сказал, что для него честь принимать его в Вашингтоне, что они давно знакомы, ну и все такое и в таком духе. Были, мол, мелкие недопонимания, но все теперь хорошо. Well, thank you very much. It's an honor to have President Zelensky of Ukraine. And we've been working very hard, very close. So we've actually known each other for a long time. We've been dealing with each other for a long time and very well. We had a little negotiation spat, but that worked out great. I think for both countries, I think for the world, actually, beyond both countries. Дальше Трамп говорит, что у него состоялась беседа с Путиным, а также заявляет свою позицию относительно войны в Украине. В ней, говорит, теряется огромное количество жизней, особенно солдат, и это должно прекратиться. Soldiers, mostly at this point, but soldiers being killed. You're losing thousands of soldiers. On both sides, we're losing a lot of soldiers, and we want to see it stop, and we want to see the money get put to different kinds of use, like rebuilding, and we're going to be working very hard. Эту позицию Трамп заявлял и раньше. Дальше Трамп повторяет свою политическую линию, мол, при нем война не началась бы, и что Трамп меняет подход к менеджменту этого конфликта. Администрация Байдена не говорила с Путиным, а он будет делать это. Затем Трамп рассыпается в комплиментах украинским солдатам, генералам и к самому Зеленскому, но говорит, что война должна быть завершена. Your soldiers have been unbelievably brave. We've given them great equipment, but somebody has to use the equipment. They've been unbelievably brave, and we give them great credit. This was supposed to be over very quickly, and here we are 3 years later. So I give tremendous credit to your generals and your soldiers and yourself in the sense that it's been very hard fighting, very tough fighting. They're great fighters, and you have to be very proud of them from that standpoint. But now we want to get it over with. It's enough, right? We want to get it over with. Совершенно в рабочем режиме Трамп анонсирует подписание соглашения после этого короткого пресс-подхода, а потом обед с президентом Зеленским, где собираются обсудить другие вещи уже более приватно. It's an honor to have you here. Thank you very much for coming. We're going to sign the agreement at the conference in the East Room in a little while, right after lunch. And we'll be having lunch together. We're also discussing some other things. And we appreciate everybody being here. It's somewhat of an exciting moment, but the really exciting moment is when we get
when they stop the shooting and we end up with a deal. And I think we're fairly close to getting that. And an honor to have you. And please, I'd like to say something. Тут стоит отметить. Принимая Зеленского в Белом доме и в своем выступлении, Трамп, во-первых, максимально вежлив и корректен. Во-вторых, в его речи нет ни малейшего намека не то что на какое-то неуважение или высокомерие, а даже на то, что США хоть на миллиграмм намерены ослабить помощь Украине. Да, Трамп говорит, что войну надо побыстрее закончить и прийти к соглашению, но он это делает вперемешку с реверансами в сторону украинского президента. Наблюдается явная демонстрация. Приехал наш важный друг, мы его тут принимаем с радостью и уважением, подписываем с ним взаимовыгодное соглашение, о котором заранее договорились, и хотим помочь ему решить его проблемы. Пусть у нас и есть на эти решения свой взгляд. Все обо всем договорились, все согласовано, сейчас пообедаем, пообщаемся и разъедемся. Выступление Зеленского от выступления Трампа сильно отличается. Thank you so much, Mr. President. Thank you for the invitation. And really, I hope that this first document, will be first step to real security guarantees for Ukraine, our people, our children. I really count on it. And of course, we count that America will not stop support. Really, for us, it's very important to support and to continue it. I want to discuss it with details further during our conversation, and of course the infrastructure or security guarantees, because for today I understand what Europe is ready to do, and of course I want to discuss with you what United States will be ready to do, and I really count on your strong position to stop Putin, and you said that enough with the war. I think that is very important, Ben, to say these words to Putin at the very beginning of war, because he is a killer and terrorist. But I hope that together we can stop him. But for us, it's very important to save our country, our values, our freedom, and democracy, and of course, no compromises with the killer about our territories. But it will be later. And of course, what I wanted, we spoke about it by phone with you about the drones production. We have very good drones production. I think the best one in the world for today because of the war. Yes, and of course we need very much the air defense. You have the best air defense in the world, and really you helped us under attacks of Russians, and I want to speak how we can exchange the licenses. We're open to share the licenses of all our drones with you, of course, with the United States, and we need licenses for quick production of air defense. Even after the war, we need our nation to be calm, that we are secure, so that's why we need this air shield. Зеленский не произносит приветственное слово, вроде того, которое сказал Трамп. Можно было бы ожидать что-то похожее, типа что Зеленский очень рад быть в Вашингтоне, пообщаться с Трампом, какого-то ответного реверанса в сторону народа США и помощи, которую Америка оказала Украине. Дальше президенты сказали бы спасибо и пошли бы общаться приватно. Но вместо этого Зеленский говорит совсем другие слова. Ровно 1 секунду он говорит о документе, ради подписания которого все здесь и собрались. А дальше поднимает крайне чувствительные для Штатов вопросы, которые являются предметом сложной дискуссии и о которых договоренностей даже и близко нет. Начинает Зеленский с гарантий безопасности, первый шаг к которым, по его словам, это подписываемый документ о редкоземельных металлах. Зеленский рассчитывает на твердую позицию Трампа, чтобы остановить Путина. Через запятую говорит, что Путин террорист и убийца, и надеется, что вместе они с Трампом его остановят. Зеленский, по факту, вместо протокольного мероприятия начинает публичные переговоры с Трампом под камерами. При этом затрагивает самые деликатные вопросы и высказывает самые крайние по ним позиции. Трамп совершенно не объявлял о готовности предоставлять какие-либо гарантии безопасности Украине. Это желание Зеленского. Трамп же говорил, что не будет этого делать, так как не собирается воевать с Россией. Зеленский же говорит об этих вещах так, будто о них уже договорились, как о подписании документа о редкоземельных металлах. Такое публичное давление на любого президента США вряд ли подействовало бы позитивно. А уж вести так сходу подобные переговоры с Трампом – игра очень опасная. Естественно, после такого выступления не получается закончить публичную встречу и пойти общаться приватно, а затем что-то подписывать. Стратегия Трампа по украинской проблеме совершенно не предполагает подписание каких-либо документов после рассказа о том, какой Путин террорист. Протокольный пресс-подход пошел не по плану.
Давайте посмотрим для сравнения, как за день до этого на таком же протокольном мероприятии вступительное слово сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Thank you, Mr. President. Can I say thank you for your hospitality, for your leadership? We have met a number of times, we've talked a number of times, and we have had a very constructive conversation. I'm sure we will today. And of course, our countries have been bound together for a very long time now. The closest alliance, I think, of any two countries when it comes to prosperity and security. And I know that together we will strengthen that even further. And on issues like Ukraine, thank you for changing the conversation to bring about the possibility that now we can have a peace deal. And we want to work with you to make sure that peace deal is enduring, that it lasts, that it's a deal that goes down as a historic deal, that nobody breaches. And we'll work with you to make sure that that absolutely happens. Дальше Зеленский рассказывает Трампу некоторые ужасы войны, в том числе про похищение из Украины детей, издевательства над пленными и пасторов, которых задерживает Россия. Еще раз, судя по всему, ничего из этого не планировалось. Планировалось просто засвидетельствовать свое почтение друг другу, ответить на пару вопросов и пойти подписывать заранее согласованный документ. Но вот получились публичные переговоры. Дальше Трамп предложил задать прессе несколько вопросов. Опять же, это даже не пресс-конференция, предполагались максимально стандартные ответы. Первый вопрос журналиста. Сколько денег США внесет в фонд с доходами от редкоземельных металлов, соглашение о котором будет сегодня подписано, и как это поможет Украине с ее безопасностью в долгосрочной перспективе? Трамп дает развернутый ответ, я не буду его тут приводить полностью. Он рассказал, какие выгоды это принесет США, почему США важны редкоземельные металлы, и что деньги фонда могут быть использованы для восстановления Украины. На уточняющий вопрос о долгосрочной безопасности Трамп говорит, что сначала надо заключить сделку о прекращении огня, а потом говорить о долгосрочной безопасности. Трамп явно указывает на то, что пока мы тут, мол, разговариваем, там гибнут солдаты. Пусть не американские, но российские и украинские, и нам надо это остановить. Last week, 2,000 soldiers died on both sides. 2,000. And they're losing 1,000, 2,000, 3,000 a week. So as we sit here and we talk, people are getting shot and dying on the battlefield. And, you know, they're not American soldiers, but they're Russian soldiers and they're Ukrainian soldiers, and we want to be able to stop it. То есть Трамп в очередной раз повторяет свою позицию. Она такая у него была с самого начала. Дальше Трамп говорит про американских налогоплательщиков и повторяет историю о том, что Европа давала деньги в долг, а США просто так. Но этот момент Трамп проскакивает быстро. Зеленский решает ответить на этот вопрос тоже, и происходит первое публичное несогласие президентов. We can help Europe because Europe really helped. President Trump said that they made less support, but they are our friends and they are our very supportive partners. They really gave a lot, Mr. President. They did. Really, they did. They gave a lot, but they gave much less. No. Much less. No. No. Don't argue with it. No. Okay. Okay. Зеленский сказал, что европейские партнеры дали не меньше США. Тут ничего особенно страшного нет. Также и Макрон поспорил с Трампом, когда тот сказал тоже на такой же встрече несколько дней назад. Это нетипично, но такое бывает. Все свелось в шутку, и все посмеялись. Дальше Трампу задали вопрос, каким бы он хотел запомниться в истории, на каких политиков он ориентируется. Пошутив, он снова вернулся к теме того, что в Украине гибнет много людей, и это надо остановить. We have tremendous death taking place as we speak, and I don't want to have that. You know, think of the parents, think of whether they're in Russia or Ukraine, think of the parents of all these people being killed needlessly. They came to our territory. Should have never started. This would have, if I were president, this would have never started. Следующий вопрос к Трампу. Будет ли продолжаться военная помощь Украине? И к Зеленскому. Чувствуете ли вы, что Трамп на вашей стороне? Трамп явно демонстрирует свое отношение к этому вопросу. Mr. President, will you continue sending military aid to Ukraine after the U.S. signs this agreement with Ukraine? Yeah, we're And the going to be question continuing. to President Zelensky, do you feel like the U.S. is on your side, that President Trump is on your side
at this moment? What do you think? He wants to know, do you think that, sort of a stupid question, 'cause I guess we wouldn't be here if I wasn't. You know? В ответ на следующий вопрос о компромиссах, на которые, возможно, придется пойти, Трамп опять повторяет свою позицию. Гибнет очень много молодых людей, и это пора остановить. Трампа спрашивают про наследие, чем он хотел бы запомниться. Тот снова говорит, что хотел бы спасти жизни, что это очень для него важно. И деньги тоже важны, но жизни в первую очередь. I hope it will. I mean, I hope I'm going to be remembered as a peacemaker. This would be a great thing if we could do this. I'm doing this to save lives more than anything else. Second is to save a lot of money, but I consider that to be far less important. So I hope I'm going to thank you, Brian, for that question. It was a nice question. I hope I'll be known and recognized as a peacemaker. This would be a great thing to solve. This is a very dangerous situation. You know, this could lead to a third world war. This was headed in the wrong direction. Это не моя интерпретация, я даю цитаты. Дальше тот же репортер задает крайне провокационный вопрос Зеленскому. Почему, мол, тот не пришел в костюме? И задает его крайне неуважительно. Мол, у тебя вообще есть костюм? Это, мол, неуважение к овальному кабинету прийти сюда без костюма. Журналист, задающий вопрос, ярый сторонник Трампа, ведущий подкаста, поддерживающего движение МАГА. Question for President Zelensky. Yeah. Why don't you wear a suit? Why? Why don't you Sorry? wear a suit? You're the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see, do you own a suit? You have problems? A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I don't the have dignity of this such. office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one, Maybe something maybe like this. something like Yes, yours. sir. Yes, That'd be great. maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than yeah. Thank you. Thank you. Трамп понимает проблему этой ситуации. Вопрос задал не случайный журналист, а практически его представитель в пресс-пуле. Ходили слухи, Зеленскому передавали пожелание быть в костюме, но тот пришел в своей обычной одежде, что для лидера военного времени вполне естественно. Уинстон Черчилль, например, в 1942 году посещал президента США в Белом доме в комбинезоне сирены. Это специальная одежда, которую лондонцы должны были надевать во время воздушной тревоги, спускаясь в бомбоубежище. На одном из следующих вопросов Трамп специально останавливается, обращается к Зеленскому и говорит, что его полностью устраивает, как он выглядит. Он не извиняется за журналиста прямо, но делает это в такой шутливой форме. Трамп явно показывает, никто тут не намерен проявлять публичное неуважение к украинскому президенту. And I do like your clothing, but Yeah, really? even though I think he's a great guy, by the way. Yeah. But I don't know if you two like each other. But you know what? I think No, he's no, dressed. I- I think he's why? I dressed like beautifully. this guy. I don't know I think him. he's dressed beautifully. So I have more serious things than answer on such That's true. questions. That's a I will good- answer on more serious a good questions if I statement. can. Yeah, that's good. Yeah. So please, about security guarantees and about just ceasefire. Надо сказать, что Трамп регулярно припоминает, будь он президентом, не было бы ни этой войны, ни войны в Израиле, и вообще все было бы хорошо. Это звучит странно, немного как продолжение президентской кампании, но это совершенно не обращено к Зеленскому. Он может покритиковать Байдена, Обаму, причем Байдена может даже в грубой форме, может называть его дураком. Но это все обращено к Байдену, не к Зеленскому. Разговор идет уже 33 минуты. Трамп периодически выдает странные рассказы о том, как замечательно он заключает сделки. When did you last speak with President Putin, and what did he say that? A couple of days ago. And what did he tell you that gave you the assurance that he wanted peace? Well, that's what I do. My whole life is deals. I know pretty good, and I've known him for a long time. I've dealt with him for a long time. He had to suffer through the Russia hoax. You know, Russia was a hoax. It was all Biden. It was nothing to do with him. So he had to suffer through that, and he was able to do that. I think that he wants to make a deal, and he'd like to see it end. That's all I do. That's what I do. My whole life, that's what I do is make deals. And I'm in the middle of a mess, because this is a real mess. It's a very dangerous one. Но все по-прежнему проходит в ключе протокольного мероприятия перед подписанием согласованного договора. Да, Зеленский попробовал публично надавить в начале, но Трамп продолжает заявлять свою позицию. У сторон есть расхождения, но все идет более-менее спокойно. Вопрос от польского журналиста.
Его друзья в Польше обеспокоены, что Трамп слишком мягко говорит о Путине. Он использует слово aligned, означающее, что американский президент как бы склоняется в сторону Путина. Трамп отвечает, что иначе действовать непрактично с точки зрения целей, которые он хочет достичь. Well, if I didn't align myself with both of them, you'd never have a deal. You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America. And for the good of the world, I'm aligned with the world. And I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. And I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way. So that's the way it goes. All right, one more question. Трамп совершенно явно дает понять, он в этом конфликте будет играть роль медиатора. Он хочет добиться мира и находится на одной стороне с Европой, но не с Украиной. Такова его позиция на сегодняшний день. Он ее совершенно ясно артикулирует. Он президент США, он определяет внешнюю политику США. И вот так вот он сейчас видит мир. Эта его позиция может нравиться, может не нравиться. Ее можно попробовать изменить в дискуссии с ним. Но вряд ли получится изменить ее с помощью дискуссии при прессе. Тут вдруг вице-президент США Джей Ди Венс решает также ответить на этот вопрос. Ответ его жесткий и недипломатичный. Но обращена эта недипломатичность к Джо Байдену, а не к Зеленскому. Венс не говорит ничего провокационного по отношению к Украине или к Зеленскому, но четко и ясно заявляет, у нынешней администрации другой подход к участию в этом конфликте. For 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. И вот тут вдруг Зеленский решает задать вопрос вице-президенту США. Немного контекста. Во-первых, вице-президент США – это такой же символ власти в США, как и президент. Это не помощник президента, не госсекретарь даже, не чиновник. Это второе избранное лицо в стране. Джей Ди Венс при этом особенно сильный вице-президент, который участвует во всех важных переговорах, а учитывая, что Трамп не сможет переизбираться через 4 года, он самый очевидный кандидат от республиканской партии на выборы. Это сильная фигура, еще и резко и четко высказывающаяся. И вот Зеленский решает задать ему следующий вопрос. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015. 2014. 2014 is Well, 2014. Yeah. So I was he killed, not here. Yeah, but, That's exactly but right. yes, but during 2014 till 2022, the situation the same. The people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. Длинная речь с лекцией вице-президенту о происходивших событиях в Украине. Уже сам факт публичного выступления такого типа демонстрирует некоторое неуважение к собеседнику. На таком уровне вообще-то подразумевается, что люди знают, о чем говорят. Личное обращение к собеседнику с лекцией – это в целом совсем не формат встреч на высшем уровне, уж тем более в присутствии прессы. Это даже не переговоры. Зеленский буквально преподает вице-президенту США урок об истории конфликта.
We had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire, all of them told me that he will never go. We signed him gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? Наконец, Зеленский завершает лекцию, замаскированную под вопрос, и спрашивает, что Венс имеет в виду. Еще и в конце называя его JD, что совершенно не соответствует протоколу. Он должен обращаться к нему господин вице-президент. Как к самому Зеленскому, сам Венс и Трамп обращаются исключительно господин президент. Зеленский по факту начал публичные дебаты. Венс отвечает жестко. I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are not strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems? What? Bringing people into your military? Do we have problems? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? Венс возмущен проявленному неуважению. Ты, говорит, сидишь в овальном кабинете и перед американской прессой пытаешься читать лекции американской администрации, когда сам без штанов. Дебаты начал Зеленский. Венс принял вызов и ведет их. Дальше все идет совсем плохо. Зеленский угрожает Венсу, что они почувствуют последствия войны, что выбешивает уже Трампа. Трамп также говорит о проявленном неуважении к Соединенным Штатам и хочет выступить с отповедью. Но Зеленский его пытается перебить 14 раз. A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly what this. I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influenced. We're going to feel very good and very strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having not cards. playing cards. But right now, you don't. I'm Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What are you You're thinking gambling about? with What are you World thinking War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm- that's with back all to respect to you. your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this Even entire meeting, today. have you said... На этом этапе ситуация уже пошла по катастрофическому сценарию. Трамп и Венс, во-первых, сами люди отнюдь не лишенные эго и самолюбия, но главное, они представляют свою страну. Они находятся в главном месте принятия решений в этой стране и чувствуют, что к ним проявлено неуважение. Начинается перепалка. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. I... You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and voted you for men your are brave, president. but they had to use our military. Yes. What about if, West if you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over
In 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this, I tell you. Just say thank you. I said a lot of times thank you to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. Венс делает очень робкую попытку отрулить ситуацию обратно. Ты, говорит, мог бы, мол, сказать спасибо, и дальше мы могли бы уже не публично обсуждать наши разногласия. Можно было бы сделать так, а не пытаться давить тут на нас в присутствии американской прессы. Но Трамп уже не хочет прекращать конфликт, а Зеленский продолжает пытаться его перебивать. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on out here. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. Thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running low I on know. soldiers. Listen, Don't you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're I saying said, you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't it doesn't with matter me. for you what. That what wasn't this with me. nation- it That was wasn't with you. a guy named Biden, who was not a smart person. But this that is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. Катастрофический сценарий произошел, и Трамп закончил встречу. Украинскую делегацию отвели в одну из комнат для совещаний, и там сообщили, что их просят уехать. Совместный обед и подписание соглашения о редкоземельных металлах были отменены. All right, I think we've seen enough. What do you think, huh? This is going to be great television, I will say that. All right, we'll see what we can do about putting it together. Thank you. Человечество не просто так придумало дипломатию. Посольства стоят в разных странах главным образом не за тем, чтобы визы выдавать, а чтобы государства могли друг с другом коммуницировать и чтобы это не зависело от личных особенностей людей, представляющих эти государства. Посол Соединенных Штатов сидит в Гондурасе за тем, чтобы когда президент США захотел что-то обсудить с президентом Гондураса, информация прошла без недопониманий, без языкового барьера, без личных особенностей. Потому что два президента при встрече могут взять и нахер друг друга послать из-за того, что один на другого вылил горячий кофе. Но не начинать же из-за этого войну. С кофе пример нелепый, но представим более сложную ситуацию. В Гондурасе арестовали американца за неправильный твит про местную правящую партию. Президент США очень зол, но он не будет звонить в Гондурас и требовать к телефону визави и кричать на него. Вместо этого посол идет в местный МИД, вежливо здоровается с местным министром и зачитывает обращение, в котором написано все то же самое, что президент прокричал бы в трубку. Только слова там продуманы, выверены и четко переведены. И вместо войны из-за личных недопониманий и личных особенностей выходит конструктивная коммуникация. Воевать из-за личностных особенностей правителей слишком дорого, дешевле содержать посольство. Когда президенты переговариваются лично друг с другом, это уже что-то исключительно редкое. Обычно переговоры идут долго и не напрямую, а президенты только подписывают документ. Но президенты, которые встретились на протокольном мероприятии и вместо взаимных комплиментов начинают переговоры, переходящие сначала в дебаты, а потом в перепалку, это уже совсем нонсенс. Я видел много обсуждений этого события. Оценки разделяются ровно по партийным предпочтениям. В США и в мире. Кому нравится Трамп, те говорят, что он вообще идеально себя повел. Кому не нравится, те говорят, что он спровоцировал Зеленского. Как мне кажется, никто из тех, кто делал свои выводы по этой ситуации, не смотрел все 50 минут встречи. А я посмотрел и сделал для вас короткое содержание. Написал свое мнение по каждому из эпизодов. Это событие может иметь далеко идущие последствия для мира и совершенно точно будет иметь далеко идущие последствия для нашего региона. Мне кажется важным, чтобы мы понимали, что именно произошло в овальном кабинете. А выводы я в этот раз предлагаю зрителям сделать самостоятельно. До завтра.